Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за всеми событиями. Сергей Станкевич на связи прямо сейчас. Сергей Борисович, здравствуйте. Добрый день, Александр. Приветствую вас и нашу аудиторию. Напоминаю, я миротворец, христианский пацифист, гостеприимный хозяин телеграм-канала «Станкевич объясняет», где мы продолжаем дискуссии, которые мы здесь начинаем. Я хотел бы, чтобы вот эти последующие дискуссии в телеграм-канале были более насыщенными, активными и многочисленными. Да, друзья, подписывайтесь, ставьте лайк, напишите, что думаете в комментариях. Очень тревожная неделя нас ждет, уже даже меньше недели, потому что четверг, это День Благодарения и такой дедлайн жесткий для Зеленского. Что мы видим сейчас? Как разворачиваются события? Во-первых, стремительно. Во-первых, нужно сразу отметить, что вот если кто-то думал, что это все какие-то вбросы, какие-то вот эти инсинуации, да нет. Вот вам план, вот вам 28 пунктов, вот вам дискуссия, которая уже началась вокруг этих 28 пунктов. Одни говорят, что это полная капитуляция, выставляют там военные какие-то определенные, да, что Зеленский, тебе хана, если ты это подпишешь. Другие говорят, слушайте, конечно, неприятно, а что вы хотели? Когда у тебя власть разворовывают все подряд, такой и мир предлагается американцами, мол, надо соглашаться. Но все серьезно, и еще и потому, не только даже потому, что Трамп сказал, что надо подписывать, и, в общем-то, не слезет. Так, по крайней мере, видится. Вэнс вышел. А все серьезно, потому что это все подкреплено вот то, о чем, казалось бы, все и забыли за всей этой мишурой. Аппаратными решениями Белого дома и Трампа лично. Трамп назначает нового спецпредставителя по вопросам мирного урегулирования в Украине. Им становится Дэн Дрисколл. Тот самый, который по описанию Financial Times в момент, когда посол поверенная США в Украине Дэвис собирала своих коллег, послов из стран ЕС, и они обсуждали этот мирный план, входит и с порога говорит, пора заканчивать это дерьмо. То есть это конкретное назначение. Где вот эти обнимашки с Келлогом? Где вот это все, как с белых яблонь дым снизошло и ушло? Как вы думаете, самый опасный, наверное, период вот эта неделя? И Зеленский, судя по его, по крайней мере, риторике, пытается избежать самого худшего. Военного переворота, противостояния. Куда его качнет? Или уже качнуло? Нет, это не самая опасная неделя. Самая опасная впереди, когда или Зеленский, или кто-то вместо него скажет, да, Украина готова. Украина готова пройти этот скорбный путь испытаний. Вот тогда будет самое опасное. И не только неделя, а может быть и несколько недель, и пару месяцев. Вот, неделя или 2, или 3, или 2 месяца принятия. Принятия и перестройки вот на этот новый путь. Ну, а что касается сейчас, то мы видим последние конвульсии. Вот по тому перечню, который вы здесь набросали, давайте пройдемся. Да, есть документ. Документ есть, и подтверждено его авторство. Дональд Трамп говорит, да, это мы породили этот текст, это не просто какие-то инсинуации в СМИ. Более того, есть подтверждение, что работали над этим и Джеймс Вэнс, и Марко Рубио, которого каким-то образом вот партия войны выделяла в какую-то отдельную силу. Вот, дескать, Рубио, он правильный, а все остальные, они как бы идут на поклон к Москве. Нет, Рубио в этой же команде и тоже соавтор этого плана. Ну и теперь по существу самого документа. Вот уже утвердился, да, этот эпитет, эта наклейка, план Трампа. План Трампа ПТ-28. Значит, на самом деле это не план. Вот, глядя на язык и стилистику документа, это не план. Это что такое? Это то, что американцы называют wish-list. Это список намерений, список пожеланий. Но вы же наверняка когда-то в молодости тоже творили такие планы. Во всяком случае, многие это делают. Да? С понедельника бросить пить. С пятницы перестать курить. Прекратить есть после 6. Раз в неделю ходить в спортзал.
Да, позвонить маме и заехать в прачечную, забрать белье. Вот примерно так сделан этот план. Он внутренне противоречив. Там набросаны некие пожелания, которые надо бы исполнить. Но это не рабочий документ, извините меня. Это не дипломатический текст. И это не конфликтологический сценарий. Потому что мы выходим из конфликта, и должен быть конфликтологический сценарий грамотный. Превратить этот текст, список пожеланий, в дипломатический документ, а потом в сценарий по выходу из конфликта можно. Это хорошая рабочая основа. Если, в принципе, мы готовы принять этот текст за основу. И что мы видим? Путин только что на встрече с членами Совбеза в Москве, это подробно демонстрировалось, непривычно подробно, высказался по поводу этого плана, и мы узнали некоторые вещи, которых до сих пор не знали. Значит, во-первых, он сказал, да, для нас это основа. Во-вторых, сказал, что в курсе этих пожеланий еще до Анкориджа и в Анкоридже они обсуждались. И после там эпизодически к отдельным фрагментам возвращались. То есть, это не нечто новое, что было вот сейчас на скорую руку там изобретено командой Трампа. Да? И Путин перебросил мостик от Анкориджа к сегодняшней ситуации, которая изменилась по сравнению с августом этого года, существенно изменилась. И говорит, давайте продолжим. Мы зря прервали так надолго этот процесс. Давайте теперь его продолжим. Мы же убедились, что альтернатив этому курсу, принятому в Анкоридже, нет. А какой курс был принят там? Это стратегический диалог двух великих держав. Мы уже как-то говорили, что вернулось исторически очень важное такое исторически важное явление вернулось, как дипломатия великих держав, как политика великих держав. Почему они державы великие? Не только потому, что они там в военном отношении сильны или экономически продвинуты. Потому что они формируют каркас мирового порядка. Они устанавливают правила на эпоху. И всякий раз, когда великие державы договаривались, дальше на эпоху лет 50-60 устанавливался некоторый порядок. Их всего было 6 в истории человечества. И вот сейчас у нас беспорядок, а если вернулась дипломатия великих держав, есть надежда, что они опять договорятся, создадут новый каркас миропорядка и распространят его на остальной мир. Вот эту важную историческую работу должны начать Соединенные Штаты Америки и Россия. Но что еще важно из этого общения Путина с Советом Безопасности, там было сказано, что Россия информировала вот об этих вещах, которые сейчас вошли в план Трампа, информировала ранее о дискуссиях на эту тему лидеров глобального юга. Они были в курсе, и они это направление поддерживают. То есть, это не просто двухсторонний такой вот договорняк, как принято так вульгарно выражаться, договорняк Путина и Трампа как физических лиц, или даже как глав государств. Да? Это уже некое политическое направление, которое поддерживается в том числе и глобальным югом. Я думаю, мы услышим от самих лидеров глобального юга в ближайшие дни, что они, да, это в целом направление поддерживают. Без деталей. Таким образом, да, в принципе, как бы благоприятная для мира ситуация. Мы же с вами на это в первую очередь обращаем внимание. И какая реакция? Итак, Путин говорит, да, готовы работать, готовы этот текст. Я хотел бы здесь добавить, здесь очень важно. Да. Я это отмечаю и буду отмечать, потому что это звучит программно и серьезно. Мы будем продолжать выполнять задачи СВО не военным путем. Нас устраивает то, что происходит на поле боя, говорит Путин, но мы готовы к дипломатическим мерам. То есть, вот эти все, с 22-го, все же помнят это, демилитаризация, денацификация, вот это, чтобы никакого НАТО, чтобы никто никому не угрожал, но не военным путем. Ну и понятно,
красиво, ну, это исключительно с точки зрения, там, как это, риторики и, ну, политики, давайте так, в большом смысле, в большой рамке, это все подкрепил Путин Купянском, да, ну, то есть, вот такая ситуация, мы еще заявляли тогда, но вот сейчас это подтвердилось, сегодня, кстати, тоже подтвердилось, что Покровска окончательно, ну, то есть, окончательно все, там, вчера солдаты выходили какие-то по узкому коридору, узкому горлышку, говорят, все, сегодня официально тоже сообщили, что все, с Покровском вопрос закрыт, и там называются новые населенные пункты на запорожском направлении. То есть, смотрите, мы переходим, это ведь очень важно понимать для людей, которые не просто эмоционируют, а пытаются думать. Мы переходим, и вот это вот очень важный вчерашний день, там, сегодняшний, вот эта неделя принятия, как вы ее крестили, что можно добиваться, не используя военных, пушки и, ну, собственно, можно разговаривать, добиваться, и подобная же дискуссия происходит и в Украине тоже. Так что ж по поводу министра армии США? Сейчас еще вот два слова по поводу того, что можно добиваться. Ведь политика великой державы, она чем отличается? Именно вот этой стратегической долгосрочностью. Война для великой державы – это вооруженное принуждение к миру, который будет более благоприятен, чем предвоенный. То есть, не нужно бессмысленно вести такую войну, где ты окажешься неким, условно говоря, восторжествовавшим бойцом на дымящихся руинах. А будешь беднее, несчастнее, ограниченнее в возможностях, чем ты был до войны. Поэтому, да, добиваться не военными методами. Это некая магистраль, но военный метод остается, к сожалению, остается. Почему, к сожалению, я об этом говорю? Потому что хорошо бы, чтобы соглашались на урегулирование невоенными методами. Это было, да, повторено президентом России. Что существенно здесь? Вот мы сказали, как отреагировал Путин и принял работу совместную, да, вот над этим текстом пожеланий превратить в документ и дипломатический, а потом в сценарий. А не принял Зеленский. И это стало уже понятно, что он не принял. Он вышел с этой речью по поводу Дня достоинства. И очень любопытная была речь. Я ее раза два с половиной даже послушал. Третий раз уже до конца не дошел. Что я отметил для себя? Смотрите. Значит, во-первых, он сильно сдал как артист. Вот нет этого актерского перехода, когда артист настолько вживается в роль, там, по Станиславскому, что он не играет, а он проживает. Проживает вот этот какую-то иную жизнь сам. Вот нет этого актерского перехода уже. Он не искренен. Какие-то там отдельные отблески мелькают в паре мест, но он в принципе не искренен. Он сыграл. Он зачем-то повторил свою президентскую клятву, в которой он, внимание, предал не просто каждую фразу, а каждую букву. Вот зачем он это сделал? И всем же сразу стало очевидно. Все выслушали еще раз эту клятву и сравнили с реальностью и поняли, что это полностью предано. Он говорит, что я ей верен. Ну, и самое-то главное, вот он поставил перед такой чудовищной по своей ложности дилеммой украинцев и украинок, к которым он обращался. Да? То есть, вот, выбор перед нами: или принять вот эти 28 пунктов, или потерять важнейшего союзника и обречь себя на холодную темную зиму. Я в этой связи вспомнил, не знаю, помните ли вы такую замечательную актрису Фаину Раневскую, советскую. И был такой фильм «Подкидыш». Кстати, очень удачное название, поскольку Зеленский тоже политический подкидыш в некотором смысле. Так вот, там Фаина Раневская обращается к девочке. Девочка, ты хочешь, чтобы тебе оторвали голову или поехать на дачу? Вот примерно такое предложение украинцам и украинкам делает президент, пока еще президент Зеленский. И понятно, что это ложная дилемма, абсолютно. Понятно, что это единственно возможный для украинцев и украинок путь от войны к миру. И понятно, что выбора нет, принимать его или не принимать. Или якобы с гордо поднятой головой и храня некое эфемерное, абсолютно мифическое достоинство,
по канонам Зеленского сформированная, шествовать стройными или нестройными колоннами в темную, глухую, холодную зиму, в конце которой, какая-то катастрофа национальная, просто национальная катастрофа. Вот эта дилемма абсолютно ложная. Выбора такого нет. Выбор другой есть у украинцев и украинок. А это выбор, вот как долго еще будет во главе нации стоять вот этот конкретный человек, да, Владимир в скобках Мидас Зеленский, как долго он еще будет изображать из себя главу нашего полураспавшегося государства и пытаться нам вот такого рода выбор предлагать. Значит, теперь, что касается, извините, я немножко отвлекся, Дэниела Дрискола, новое лицо у нас на сцене, да, те же, на сцене те же, и Дэниел Дрискол. Да, это важный элемент по двум причинам. По трем даже. Причина первая, он заменил Келлога. Келлог был абсолютно бессмысленен и даже контрпродуктивен. И вот его убрали, а поставили молодого этого самого Дэниела Дрискола. Во-вторых, почему он важен? Потому что его привел на эту позицию Джеймс Вэнс. Они там друзья, они дружат с семьями, они вместе учились на юрфаке Еля. Это значит, что у Дрискола и военный опыт, и юридическое образование, что очень хорошо. И зачем он приезжал? С командой поддержки. Там еще была парочка генералов и некая команда поддержки. Начали они работать еще пока Зеленский с Ермаком отсутствовали. Команда начала работать, потом они, значит, встретились все вместе. И у них там был некий, как это было сказано в американском документе, широкий круг лиц, с которыми они там должны были пообщаться. Сигнал был, кроме общения с Зеленским, еще и вот этому широкому кругу лиц из армейской верхушки и из верхушки спецслужб. Вот к ним было адресовано послание: ребята, не пытайтесь создавать препятствия, не пытайтесь становиться поперек потока. Поток пошел. Да? И в ваших интересах не мешать ему, да? Не работать на тех, кто этот поток останавливает, тормозит. Вот такого рода сигнал был доведен и до армейской верхушки, и до верхушки спецслужб. Я думаю, что мы все, а вы в первую очередь, я сейчас к украинцам и украинкам, увидите перемены. Вот. И Дрискол, да, вот появился там в посольстве. Видимо, там происходило общение с широким кругом лиц, где, так сказать, никто там не видит и не пишет разговоров. И все, кому требуется, по списку получили необходимые сигналы. Я думаю, что процесс пойдет в правильном направлении с постепенным ускорением. Есть такие расклады, их уже активно пытаются, опять-таки, да, сконструировать, что мы столкнемся с неким моментом, как вот было с Минском, да? Когда Порошенко, это вообще-то его инициатива, он все как бы, немножко при всех там отношениях к Порошенко, он все равно политик. Да? Если Зеленский вообще не политик, то Порошенко хоть как он политик, он понимает, что надо там документу, комплекс мер, я имею в виду Минск второй, помните? Надо дать свое имя, надо собственно, это быть на виду. Да, там подписывали другие люди, представители, но тем не менее. То есть это очень важные на самом деле моменты, я бы хотел бы акцентировать на этом. Тогда у него не получилось, потому что взорвались гранаты возле парламента, которые ратифицировали. И вообще мы не находились бы сейчас в этом положении все вместе, да? И россияне, и украинцы, и там представители Европы, о которых отдельно поговорим, как о соломинке воинственных настроений Зеленского.
Если бы тогда все было ратифицировано, и Донбасс был бы в составе Украины, да, были бы новые образования, автономные ЛНР, ДНР, но там были бы депутаты, короче, был бы политический процесс, и не было бы вот того всего, собственно, что привело к вот уже большой войне. Простите, вы имеете в виду, ратифицировать надо было при Порошенко еще, да? Да. То есть, и нас готовят к этому сценарию. Мол, смотрите, сейчас Зеленский, сейчас запустили эту дискуссию, выходит Кулеба, говорит, это, конечно, самоубийственно, это ужас, это кошмар, ну давайте посмотрим в 26-й год, а что нас ждет, поэтому надо принимать тяжелое решение. Гончаренко, который там критикует и записывает пародии на выступление Зеленского, обращение, в общем, такой активный критик, но он же как критик, он говорит, мы неправильно воюем, надо правильно воевать. А он говорит, он же указывает на очень важную точку, говорит, а что вы хотите, если верхушка вся с Зеленским, включая проворовавшаяся, что вы хотите, чтобы нам предложили? Какие условия? Вот имеем то, что имеем, и сейчас надо их отрабатывать, отшлифовывать, плюс-минус в каком-то там компромиссном ключе и соглашаться. Ну и активно, конечно, сейчас по соцсетям украинским, это не Бужанский, не депутат Бужанский, но это не его там мысль первая появилась, но многие пишут, что, ребята, если вы против мирного плана, а чего вы не снимаете с себя бронь, а чего вы не идете на фронт, идите на фронт. То есть, если вы против, вперед. То есть, нет, давайте, воюйте. Вы ж не идете, вы просто сидите и кричите по тылам или по тыловым, даже если в частях ВСУ, то по тыловым частям и говорите, сейчас мы тебя снесем. Короче, конструкция следующая. На все соглашаться, везде кивать, поддакивать, чего-то поторговаться, выторговать, а потом облом. Люди вышли против, военные бунтуют, может даже какую-то жертву устроить, как вот эти гранаты и нацгвардейцы. И в момент, когда вот нужно все принимать, ратифицировать, все сорвать, а дальше подвесить на некоторые годы, и, собственно, толочь воду в ступе, ни вашим, ни нашим, ничего не признавая, и вот так это все в подвешенном состоянии продолжить. Почему у Порошенко не получилось? Начнем отвечать на очередной залп ваших вопросов. Почему у Порошенко не получилось? Потому что он, как и остальные украинские политики, почти вся вот эта несостоявшаяся и провалившаяся нынешняя политическая элита, они все трусы в душе. Они делают и боятся. Да? Вот я видел только одного отважного человека сейчас в нынешней политической лидерской группе. У вас там есть такой Артем Дмитров, замечательный совершенно такой священник. Как он хорош был, когда он там в Верховной Раде выступал по поводу законодательства против церкви. Вот такого рода воители политические на самом деле нужны. А эти делают... но боятся. Потому что, в отличие от этого известного советского лозунга «раньше думай о родине, а потом о себе», они все в основном о себе, а потом чуть-чуть о родине в том плане, что она может быть мне полезна. И поэтому Порошенко не пошел до конца, а надо было идти до конца. Но к нему даже сейчас уже нет вопросов давно. Вопросы есть к Зеленскому, почему он в 2019 году, когда у него все было в руках абсолютно, когда для него звезды сошлись, когда он просто мог развернуть историю Украины своими руками и в чем-то даже историю Европы. Когда блестящая была возможность сказать, что не я начинал эту войну, но я ее закончу. Не я подписывал эти Минские соглашения, но я их исполню, потому что это единственный вариант, как идти. И даже после встречи в Париже, где как бы все было согласовано между ним, Россией и Европой, он все провалил. Он сдал и провалил все, потому что испугался этой несчастной горстки каких-то там экстремистов, которые начали его пугать. Пугать политически и пугать на улице там, гранатой разбрасывая. Мне доводилось в российской политике видеть других людей, которые готовы были идти до конца, и которые шли на конфликт, на пролом там, где нужно, и добивались. Они могли ошибаться в целях, которые они ставят, но они могли идти на пролом и добиваться. Могли рисковать всем ради того, чтобы в критической ситуации настоять на своем, в том, что они считали правильным. А вот никто
в Украине пока такого рода качеств не продемонстрировал. В этом проблема. Что еще, возвращаясь немножко назад вот к этой речи программной Зеленского, он же что сказал? Что он теперь немедленно начнет и 24/7 будет работать над этим текстом. И я буду этот текст дорабатывать. Я буду обращаться, я буду убеждать, я буду дорабатывать этот текст. Что значит дорабатывать текст по Зеленскому? Это значит, он будет вычеркивать то, что категорически необходимо России, то, на чем она безусловно и бескомпромиссно настаивает, и вносить туда то, что категорически России неприемлемо, то, что она не примет ни под каким видом и никогда. И вот эту работу, полезную в кавычках, он намерен делать 24/7 с этим текстом. То есть, иными словами, он намерен его утопить. Утопить так же, как он утопил Минские соглашения. Этот шанс на мир был утоплен. Утопить так же, как он утопил Стамбульские соглашения. Этот шанс был утоплен. И сейчас эти предложения Трампа, да, он опять готов снова утопить вместе с шансами на мир, проводя и дальше эту работу. Может быть, пора уже остановить эту замечательную работу. Может быть, пора ее прекратить, предложить какой-то другой дальнейший жизненный путь этому конкретному человеку. Вот я думаю, что эта задача и будет теперь главной для Дональда Трампа и его команды. Они должны поменять первое лицо в Киеве. Это важнейшая сейчас задача, это главное препятствие для любых дальнейших шагов. А теперь то, о чем вы там сказали, что вот эта дискуссия, или мы принимаем план, или. У меня даже такое было бы, фантастическое немножко предложение, но его, если будет когда-то сниматься новый сериал уже, да, про политическую жизнь Украины, уже после «Слуги народа», то там могла бы быть такая сцена. Вот где-то там в Верховной Раде, вот один стол, где заслушивают, кто согласен, кто не согласен с планом Трампа, а рядом сидит стол с представителями ТЦК, и чуть дальше, значит, там склад, стойка с оружием, бронежилетами и так далее. Согласен ли ты с мирным планом? Нет, не согласен. Вот сюда, пожалуйста, ТЦК, ставь подпись, записывайся. Вот автомат, бронежилет, значит, и бус до ближайшего, до линии соприкосновения. Следующий. Так ты согласен, ты возражаешь, ты не готов, ты считаешь, что нет, ни в коем случае это капитуляция. Иди воюй. Иди воюй. Ты возражаешь, ты хочешь бороться, ты призываешь к какому-то там другому варианту, который заведомо будет губителен для мирного процесса. Иди воюй. И вот это «иди воюй» должно быть ответом на вот это любое блеяние, значит, вдруг раздающееся от молчавших ягнят. Значит, иди и воюй, если ты не готов дать дорогу миру. Я думаю, что вот такого рода внутренняя дискуссия в Украине – это дело ближайших недель. Если мы попробуем понять дальнейшую логику вот этой недели до Дня Благодарения. Трамп сам упомянул вчера, говорит, мои дедлайны все пропускали, в принципе, да, все как бы шло хорошо. Пропустит ли этот дедлайн Дня Благодарения, как вам видится? Потому что, давайте откровенно, сейчас там вот это вот День Благодарения, да, потом начнется зима, зимние праздники, Европа вся будет готовиться к Рождеству, к Новому году. Это все понимают. То есть, это вот в Украине вот это все постоянно, вот этот цейтнот, постоянно все там, фронт, война, обстрелы, каждый день. Новый год, не Новый год, всем все равно. Но тут же очень важно понимать, этот Дискол, он говорил о том, что узкое окно возможностей, это выбрано специально, вот этот период. Потому что нужно всех подписать, всех потом распустить на каникулы. Я имею в виду Запад прежде всего.
Ну и украинцы, конечно, тоже, да. То есть вы там описали эту картину «Иди воюй», там немножко по-другому. Судя по общению Зеленского с фракцией, там, позавчера, там по-другому. И сейчас вообще как бы люди так смотрят и говорят: ага, возможен там ответный удар, условно, СБУ по НАБУ. Запустили уже интересный слух, что там какой-то разводящий и раздающий задания фигурант под псевдонимом «Пианист» есть. Пианист. Мы знаем одного пианиста из «Квартала 95», который стал президентом. Может быть, на него намекают, что он всем руководил и раздавал задания. То есть этот дамоклов меч, он висит над головами верхушки зеленой. Этого просто сейчас забили все этим планом, этими назначениями, этими обсуждениями. А подпишешь, не подпишешь, а я буду работать, а мой народ твоей волей, я у руля, мы там, давайте... Смотрите, тут же очень есть объективные вещи. Это финансовый кризис, это политический кризис. И можно много говорить в пафосных речах «давайте остановим срач», но срач-то не возникает на пустом месте. Это не пустопорожний срач. Это не просто потому, что хочется кому-то там помериться или перья поподнимать для рейтинга. Нет. Есть у него очень серьезные основания. И это коррупция, и это разворованная помощь, и беда, конечно, на фронте. Тяжелое положение вооруженных сил Украины, которые, сцепив зубы, терпят, откатываются и так далее. Так вот, какие шаги, вы видите, будет предпринимать Зеленский с Европой? Я так пошутил в телеграм-канале у себя. Человек, который ведет соцсети Зеленского, наверное, у него, как там это, 2 пальца, у него очень устали. Он нажимал Ctrl-V, да, Ctrl-C, Ctrl-V. Одинаковый текст, всех благодарил у себя в соцсетях Зеленский за поддержку. Это стандартный прием, мы его помним. Европа протянет время Зеленского, как вам видится? Ну, во-первых, почему дедлайн 27-го? Кстати, когда Трамп говорил, да, я иногда в важных каких-то моментах дедлайн могу подвинуть, но четверг – правильная дата. Вот эта фраза была последней. То есть дедлайн сохраняется 27-го. Понятно почему. Потому что, да, Трамп хотел бы, чтобы ситуация определилась до следующей контрольной даты, то есть до Рождества 24 октября, чтобы на каникулы разъехались западные политики, уже имея в голове утвержденный план, уже не колеблясь и не сомневаясь, и не устраивая никаких истерик публичных или непубличных по телефону. Какая альтернатива и что сейчас будет делать Трамп? Точнее так, сначала, что может сделать Европа? Что может сделать Европа? Это очередной рейд агитбригады «Брюссельские музыканты». Вот есть такая агитбригада «Брюссельские музыканты», известные лидеры нескольких европейских государств, плюс примкнувший к ним солист Марк Рютте. Мастерство у них пониже, чем у бременских музыкантов, но тем не менее, вот мы к вам заехали на час. Привет, бонжур, hello. Они вот с этим рейдом могут отправиться в очередной раз в Вашингтон. И вот удивительная совершенно сцена. Это Белый дом, эти диваны, эти камеры и микрофоны на таких длинных, значит, палках. И сидит этот в центре Трамп, и вот это, значит, бэк-вокал, солисты, весь этот замечательный спектакль на фоне золотой обивки диванов и кресел. Вот такого рода концерт на День Благодарения возможен. И, возможно, попытка в очередной раз Трампа заболтать, замылить ему глаза и как-то вот увести в сторону, потому что он человек внушаемый, он влияемый. Трамп не системщик, тем не менее, несмотря на весь свой опыт в бизнесе. Вот. Он интуитивист и импровизатор и по стилю. Поэтому вот его на эти приемы такого эмоционального, тем более коллективного воздействия, когда ему поют хором дифирамбы, его можно ловить, как оказалось, да, и можно там, 1-2 раза провести. Но я не думаю, что это удастся в 3-й раз. Не думаю.
Но все-таки, во-первых, он не одинок, там все-таки есть команда. Я думаю, команда там все-таки должна сработать. Поэтому попытка брюссельских музыкантов еще разок провернуть этот номер, я думаю, не удастся. А вот как дальше будет действовать Трамп, я думаю, что, скорее всего, все-таки вот эта дилемма имени Фаины Раневской будет использована. То есть, если деточка не хочет соглашаться с мирным планом, то будут отрывать голову. Вот у этой пирамиды коррупционной будут отрывать голову. Ведь Можно, до сих пор... можно личный вопрос? Да. Ну, смотрите, вы тоже очень часто и в Киеве, вас много тоже бывали, да, и связывает с Украиной. Я там жил. Да, и 2 года. вас многие знают в Киеве, то есть, ну, из там, Да. и даже из круга каких-то экспертов, которые на канале, и вообще из политической вот этой, то, что там сейчас модно называют политическая тусовка, ну, это был определенный круг, да, экспертов, политиков в прошлом, людей, которые вовлечены. Ну, вот я просто сейчас всех отправляю к тому Киеву, да, до Майданному, или даже во время, ну, вот такого мирного Майдана 4-го года, даже вот после этого, когда... Лучше до Майданному. Он тогда был лучше. Ну, лучше, не лучше, но тем не менее, все равно, как бы, видите, все было как-то так... Понятно, что мерч распечатали, Ющенко так кричали, но, по крайней мере, не летели коктейли Молотова в полицейских, в Беркут, а цветы несли. И вроде как тогда все началось, тогда был сбой, но вроде как казалось, что ничего страшного, перемелется. И действительно перемололось, и все равно как-то все шли и настроены были в завтра. Там да, же... но не раздобыть надежной гидности, покуда кровь не пролилась. Вот, понимаете, в чем дело? Тут же нет. Ну, опять-таки... Ну, вот вы апеллируете несколько раз к этому обращению Зеленского, а ведь там тоже вот эта гидность, вот это все, вот мы не должны... 17 раз. Я сделал подсчет, частотный подсчет, 17 раз слово гидность употребил. Понимаете, в чем дело? А на самом-то деле это же какой-то ужас, когда у нас нет устремления в будущее. Люди не могут планировать завтрашний день, люди не знают, что с ними будет, с их имуществом, с их, там, не знаю, предприятием, бизнесом, рабочим местом, пенсией, ну и так далее, да, то есть это все замыливается, давайте там зимняя поддержка, Где будет семья, 1000. дети, внуки, господи, что с ними? То есть, понимаете, вот это очень, очень, на самом деле, тяжелый момент. Но мне вот это вот, если честно, тошно. Я тоже пребываю в таком достаточно оптимистическом варианте, потому что где-то так это и виделось на расстоянии там, около года, там, 9 месяцев, что так и будет. Примерно как сейчас. Но сейчас очень опасный период, что все может сорваться и пуститься в пучину еще большей эскалации, еще больше... Утопят еще и этот шанс на мир утопят. Ну, да? то есть, есть всегда эта Работа идет в этом вероятность. направлении, да? У меня вопрос. Вам не тошно, что мир, вот вы как миротворец и конфликтолог, что мир достигается через грязные, прачечные бабла? Что этот мир... Это ценой не в не там, даже дело не в усталости, не в понимании, не в обретении искреннего там, прозрения, да, каких-то одной стороны, второй стороны на то, что происходит. А мир достигается только потому, что взяли за жабры, зеленые жабры зеленого режима. От этого так паскудно на душе. Потому что мы же слышим эти голоса. Нельзя подписывать, а если подпишет, то все, это крах, это капитуляция, ничего страшного. Сейчас вот Россия там перезагрузится, и как нападет, тогда мы не отобьемся. Бильд пишет вчера. Ну и так далее, и так далее. Значит, смотрите, сначала о методах. Вот, что взяли за жабры, заставили, потащили, схватили, так сказать, за гривок, потащили, заломили руки, подтаскивают к миру, шантажируют уголовными разоблачениями. Вы знаете, этически и эстетически это ужасно. Но в то же время, как историк, политолог и конфликтолог, я вынужден признать, что это регулярная практика. Это не уникальный случай.
когда в силовом конфликте, а фактически это силовой конфликт, и там разные методы используются, не только те, которые на фронте, да, в том числе и такого рода инструменты используются в истории, и, к сожалению, да, приходится, я не скажу мириться, вот внутреннее ощущение, внутренний стержень, этот внутренний закон, о котором Кант говорил внутри нас, значит, он не дает это принять и с этим смириться. А историк вынужден признать, что вопреки нашим предпочтениям этическим и эстетическим это существует и будет существовать еще долго. Так что методы, увы, мы не устраним. А теперь вот что касается результата. Капитуляция, не капитуляция. Я уже говорил и повторю, да, это капитуляция. Это капитуляция, но какая? Это капитуляция личная Владимира, в скобках, Мидаса Зеленского. То есть, это провал его миссии окончательный. И все его команды, всех 40 разбойников. Это капитуляция режима нынешнего политического, то есть той политической элиты, которая сейчас существует, она провалилась, она несостоятельна. И это капитуляция государственного проекта постсоветской Украины. Вот постсоветская Украина, она сейчас опускается, она уже под водой, но это расстояние от поверхности воды еще там где-то с метр, и мы можем, оглянувшись вниз, увидеть еще все ее черты достаточно ясно, но она погружается, как Атлантида, вниз. Постсоветская Украина, как проект, уходит вниз. И, да, потребуется новый государственный проект. Поэтому, да, это капитуляция. Капитуляция Зеленского, капитуляция политического класса Украины и капитуляция проекта постсоветской Украины. Но это одновременно выигрыш. Выигрыш для украинцев и украинок, выигрыш для украинского народа, выигрыш для вот той недоформированной политической нации украинской, которую сейчас, может быть, удастся все-таки окончательно сформировать. Для нее это выигрыш, потому что открывается исторический простор. Это открывается жизнь, открывается возможность воссоединять семьи, строить дома, работать, копить на будущее, копить для себя там, на то, чтобы что-то купить и дать образование детям. Появляется смысл в существовании, оно наделяется смыслом, оно обогащается перспективой и разделяемыми какими-то новыми, заново осознанными ценностями. Вот для этого всего это победа. Это победа. А капитуляция вот для того мира, да, который проиграл и уходит на дно. Значит, если это так понимать, то не будет криков «караул, капитуляция». Наоборот, да, это победа. Да, дело мира и дело будущей новой Украины, оно победило. Сергей Борисович, очень важно, что то, что сейчас пишет западная пресса, что до 27 числа будут переписывать пункты и активно с европейцами это все дело обкашливать. Ну, для того, чтобы на День Благодарения, как вы выразились, брюссельские музыканты, почти бременские, вышли с какой-то там композицией. Не, бременские по сравнению с брюссельскими это мастера. Да, и чтобы это все как бы вышло и получилось так, как получилось, в очередной раз, провернув тот же прием, второй раз, да, напев и Трампу в уши. Однако есть другой, другой пласт, что ли. Как вы думаете, это исключительно вопрос к вам, как к конфликтологу, как вы думаете, и за счет чего будет, удержится украинское общество? Сейчас его разрывают, и, я так понимаю, за эту неделю будут такие высказывания, такие мысли будут высказаны. Просто что «мама, не горюй». Даже если, допустим, там сценарий военного переворота, опять-таки, военные военными, понятно, что это будет опираться вот народ против или еще кто-то против, там, повылазят всякие силовики. Условно, после клоунов на арену цирка выйдут вот эти атлеты, силачи, да? Есть ли... Не ведая, что в жизни есть печаль? Да, понимаете? Есть ли у вот этот запас прочности
запас трезвости и разума, который не расплескали за почти 4 года войны, и поможет ли он? Ведь в этих пунктах все четко же видят, там не указана церковь, там нет вопросов мобилизации, да, военного положения. Это как бы не попало туда. Там нет, например, реабилитации тех людей, которых незаконно, ни за что, тех, которые пытались дискутировать, пытались не потерять вот этот стержень народный, который сейчас очень нужен. Вот смотрите, сейчас это очень важно. Зеленский апеллировал к этому обращению, к тому, что мы там тогда показали, мы там... Смотрите, сейчас нужен стержень. Вот а-ля как в 22 году ему красиво написали эту речь, но тогда был стержень, но он за счет чего держался? За счет того, что все могли быть услышаны, все говорили, хотя начались, конечно, тогда, до 22 года, вот эти гонения и все остальное. Я сейчас, в большом смысле, в большом пределе. То есть была какая-никакая политическая дискуссия в стране, была гласность, были какие каналы, хотя там начали закрывать еще за год до этого, но тем не менее. То есть была атмосфера, которая поддерживала вот этот стержень общества. А сейчас, получается, его нет. Его отождествили со стержнем Зеленского. А когда немножко развернули фокус или посмотрели с другой стороны, как он сказал своим депутатам, то, что там было, это было за моей спиной, да, а на следующий день в обращении говорит: я буду говорить со всеми, но буду знать, что вы за моей спиной. Подожди, Зеленский. За твоей спиной тырили бабло, отмывали нехилое, распихивали по карманам. Прячась за твоей спиной. Никто за твоей спиной не сел конкретно, ни приговоров, и не увидим, возможно. Понимаете? Никто. Умерова ты погнал гонцом проверять первым делом там в Турцию, потом в Катар свои счета, свои какие-то там отходные пути. Потом ты встретился, это пишет пресса уже конкретно, встретился с Кушнером и Уиткофом. Вот эти бумажки, которые были, повписывал там свои правки. И отсюда, возможно, и есть вот эти переводы. Вчера эта пресса разгоняла, что, смотрите, там перевод с английского, как по-русски сказано, то есть в английском так не употребляется. То есть отсюда, возможно, вот эти все вставки какие-то. Пункт о том, что аудит будет, убрали, пишет пресса. Умеров, конечно, это... То есть ты, вот когда за твоей спиной нужно было вот это мутить, да, ты вот, пожалуйста... Да. А когда вот это вот отдуваться и принимать непопулярные решения, то ты как бы народ у тебя за спиной. Только народ голый, босый, нищий, обглоданный войной, с потерями, со слезами вдов, матерей и всех остальных. То есть очень как-то цинично это все выглядит. Так вот, по поводу стойкости. Удастся выстоять под вот этим шквальным ветром? Значит, по поводу стойкости ответ нет. Этой внутренней стойкости нет. Наоборот, есть огромная накопленная внутренняя хрупкость. И если не будет какого-то внешнего укрепления, какого-то удерживающего каркаса, обеспеченного извне, то все это рассыпется на куски и начнется атаманщина. Атаманщина начнется, понимаете? Столкновение вооруженных группировок со своими групповыми целями. Да, отдельные регионы могут сталкиваться друг с другом, отдельные группировки могут сталкиваться друг с другом. Гуляй-поле вернет себе историческую славу. Да, не дай бог, достанут из музеев тачанки с пулеметами. И вот эта угроза очень серьезна. Очень серьезно. Не допустить скатывания в внутреннюю смуту, кровавую смуту и атаманщину крайне важно. Поэтому не просто нужно вот что-то такое провозгласить с трибуны или по телевизору и считать, что дальше наступит некая новая реальность. Нет, действительно должен быть организованный и управляемый транзит. В конфликтологии, о которой вы здесь вспоминали, это называется управляемое неполное поражение. То есть поражение все-таки есть, и оно очевидно есть, но оно должно быть управляемым и неполным, поскольку нет, так сказать, вот такого поражения, как там было во Второй мировой войне.
Вот. А это некая договоренность. Договоренность, которая фиксирует результаты. И бессмысленно стонать и плакать, и кричать, что это несправедливо. Война не приносит справедливости. Если уж сорвались в войну, забудьте это слово. Потому что война фиксирует результат по силе, а не по справедливости. Это спекуляция все. И разговоры о справедливости, и крики, что давайте мы что-то решим справедливо, это просто чтобы утопить финальную договоренность в очередной раз. И да, должен быть какой-то такой переходный управляющий центр создан с участием, конечно, там и России, вне всякого сомнения, и, видимо, по договоренности с Соединенными Штатами. Да, должен быть какой-то руководитель этого центра. Я не думаю, что это будет Дональд Трамп. Вот. Я тут перебирал в голове, а какие еще есть варианты. А почему бы не вспомнить про Азарова, например, про последнего премьера, легитимного вполне. Ну, это, так сказать, ни на что не претендуя. Я не знаком с этим выдающимся человеком, вот, но просто перебирая в памяти какие-то образы, сохраняющиеся. Значит, и так должен быть управляющий центр этим транзитом. У него должен быть внятный совершенно сценарий с контрольными какими-то отметками во времени, каким результатом этот центр должен приводить государство. Вот. И, конечно, этот центр должен пользоваться поддержкой, как минимум двухсторонней, со стороны России и Соединенных Штатов. Что касается Европы, от Европы достаточно, чтобы она не мешала. Просто чтобы не вмешиваться, не подрывать, не топить, не подталкивать к продолжению войны. Вот хотя бы это. Несколько стран европейских, я думаю, что вполне могут поддержать этот план Трампа, который после доработки станет двухсторонним планом российско-американским. Его надо дорабатывать, совершенно верно. Вот. Но хотелось бы, чтобы Европа участвовала более активно, но это утопия сейчас. Пусть хотя бы не мешают. Вы упомянули там амнистию, так называемую, да, или аудит. Да, там изначально был аудит, и он должен туда вернуться, потому что обязателен аудит всей внешней международной помощи, которая поступила на территорию Украины с 22 по 25 год. С выводами, юридическими выводами, их надо закрепить обязательно, может быть, даже в судебных решениях. Будет ли амнистия после судебных решений или не будет, это позже. Но это нужно пройти, чтобы потом не возникало рецидивов. Чтобы потом те, кто избежал с помощью амнистии по авансу, как сейчас это записано, да, всех заранее амнистируем за все, что было сотворено с 22 по 25 год. Благодаря этой амнистии по авансу эти антигерои могут позднее снова поднять головы, чтобы этого не было ни в коем случае. Ну, подождите, без этого... до суда, а потом, может быть, какие-то амнистии выборочные. Нет, смотрите, амнистия, это означает, что это все доводится до суда. Все-таки... Не обязательно. В американской юридической практике иначе. Вы же видели. Ну, амнистирование авансом тоже смотрите, имеет... мне кажется, что без этого пункта не обойтись. К сожалению или к счастью для кого-то. Если прощать, то придется прощать всех. И там нам как-то так вот все подали, что это исключительно там, ну, например, в топку выбросят пакет с экстремистами российский, да, экстремистами там всякими, вот этими плохими людьми. И в Украине тоже, я так понимаю, подсанкционные уголовные дела, вот эти, которые пооткрывали, санкции на россиян, и в том числе своих. Это все должно быть в комплексе. Это такая должна быть нулевая декларация. Я думаю, что это будет очень разумно. Иначе мы просто скатимся. Да, негодяи, подонки, которые по-настоящему совершали военные преступления, которые по-настоящему предавали народ, ввергали его в эти ужасы этих последних лет, они окажутся безнаказаны. Но тут Фемида и ее весы, да? Потому что на одной чаше весов какое-то количество реально виноватых
вот этих ужасных людей, а на другой стороне реально большое количество тех, которые без вины по политическим мотивам к ним пошли прицепом, и нужно отметать всех, причем и России, и Украине, и вот эти европейские, американские, то есть полностью пересматривать и санкции, и уголовные дела, и уголовное преследование. Раз мы хотим что-то перезагрузить наново. Поэтому тут такой вопрос. Это вот мы еще будем об этом, кажется, дискутировать. Чтобы точку поставить, Сергей Борисович. Ну, вы с оптимизмом смотрите. Смотрите, мне все равно, там, давайте пока... Это все детали, это все мы будем обсуждать. Мы достаточно много деталей сегодня раскрыли и будем это раскрывать и дальше. Я имею в виду на окончание смертоубийства, на окончание боевых действий. Оно, похоже, ближе, чем когда-либо за эти годы войны. Есть два явления. На одно из них я смотрю с черным пессимизмом, а на другое с осторожным оптимизмом. Вот на что я смотрю с черным пессимизмом, это на вот это сохранение этой смертельной связки. Пока Зеленский у власти, война, пока война, Зеленский у власти. Вот на эту смертельную, неразрывную связку я смотрю с черным пессимизмом. И я убежден, что ее разорвать нужно в самое ближайшее время. Несмотря ни на что. А на что я смотрю с оптимизмом, вот как историк и конфликтолог, на стратегический диалог великих держав, в данном случае России и Соединенных Штатов. Не договоримся никогда с европейским колхозом и с оркестром брюссельских музыкантов. Невозможно договориться. Они будут выпрыгивать на трибуну, они будут нести тот же набор маловразумительных банальностей и все равно будут топить все мирные планы. И будут делать все, чтобы Украина продолжила войну, чтобы дать больше времени на ремилитаризацию Европы. Не договоримся. Только диалог великих держав, так как это было и в предыдущие случаи в истории, которых было 6, великие державы должны договориться и транслировать согласованный между ними план по установлению миропорядка на оставшуюся часть планеты. Должны на вершину этой миссии исторической подняться две страны, Россия и Америка, и должен к этому примкнуть в качестве, как минимум в качестве болельщика и помощника глобальный юг. Если это произойдет, все получится. Поэтому я с оптимизмом, осторожным и с некоторой условностью, но смотрю на тренд, который сейчас сформирован. Это правильный тренд. Он ведет нас в правильном направлении. И давайте и молиться за это, и помогать это даже в той малой части, которая каждому из нас доступна. Сергей Станкевич, не без доли оптимизма. Смотрим на эту предстоящую неделю принятия. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо. Мира и благополучия. Берегите себя, дорогие друзья, добра и света. Увидимся.